Добрый день, уважаемые зрители, подписчики. Это Валерий Табаков, практикующий юрист. И вы на канале, где мы проводим честную и детальную юридическую аналитику судебных процессов. Сегодня мы очень подробно разберем крайне показательное и, откровенно говоря, тревожное судебное заседание Львовского апелляционного суда, которое состоялось 21 мая 2026 года по делу обвиняемого Вячеслава Зинченко. Заседание проходило в режиме видеоконференции. Интересы обвиняемого в суде представляла адвокат Лариса Криворучко. Это дело уже сейчас можно назвать иллюстрацией глубоких системных проблем украинского правосудия в 2026 году, когда формальные процессуальные нормы используются для того, чтобы фактически заблокировать реализацию конституционного права человека на защиту и справедливый суд. Что происходило в судебном заседании? С первых секунд заседания адвокат Криворучко заняла активную и жесткую позицию. Она заявила сразу два отвода. Первый лично председательствующему судье Головатому, и второй всей коллегии судей. Основной причиной отводов стало системное игнорирование судом требований законодательства об электронном судопроизводстве. Адвокат также подала ходатайство о восстановлении пропущенного срока на апелляционное обжалование определения Шевченковского районного суда города Львова от 22 апреля 2026 года, которым было продлено содержание Вячеслава Зинченко под стражей. Ключевой момент, на который я хочу обратить ваше внимание: дело так и не дошло до рассмотрения апелляционной жалобы на определение, которым было продлено содержание Зинченко под стражей. По существу, апелляционный суд даже не открыл апелляционное производство. Вместо этого суд ограничился рассмотрением только двух вопросов: отводов и восстановления срока на обжалование. Кроме того, адвокат Криворучко неоднократно указывала, что она так и не получила доступ к результатам возможного перераспределения, авторасподелу дела другому составу апелляционного суда, несмотря на то, что она подавала соответствующее заявление через систему «Электронный суд» и предоставляла скриншоты. Эта информация осталась для нее закрытой. Это дополнительно усугубляет ситуацию и ставит под сомнение прозрачность формирования состава апелляционного суда. Каковы позиции сторон? Сторона защиты. Адвокат очень детально и аргументированно изложила свою позицию. Она указала, что судья Головатый прямо отказал в переводе всех материалов уголовного производства в электронную форму и предоставлении ей полного доступа через подсистему «Электронный суд». При этом она ссылалась на конкретные нормы закона: статью 35 УПК Украины, статью 15.1 Закона о судоустройстве и статусе судей, положение о единой судебной информационно-коммуникационной системе, утвержденное Высшим Советом правосудия. Отдельный и очень важный блок аргументов касался предыдущих адвокатов Зинченко, Сулимы и Вороняка. На момент рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения Зинченко, они, эти адвокаты, Сулима и Вороняк, не имели
действующих полномочий, поскольку их право на осуществление адвокатской деятельности было приостановлено дисциплинарными решениями квалификационно-дисциплинарной комиссии. В результате молодой человек по особо тяжкой статье, часть 2, статья 115 Украины, фактически несколько месяцев оставался без реальной квалифицированной юридической защиты. Адвокат Криворучко также отметила, что сама получила копию обжалуемого определения только 15 мая 2026 года. И это при том, что она в это время находилась на стационарном лечении. Позиция прокурора и представителя потерпевшей. Прокурор Данилев и представитель потерпевшей, адвокат Романек, заняли максимально формальную и жесткую позицию. Они заявили, что оснований для отвода судьи нет, а все риски, связанные с выбором и работой адвокатов, полностью ложатся на самого обвиняемого. Прокурор подчеркивала, что Зинченко совершеннолетний человек и теоретически мог сам подать апелляционную жалобу. Факт приостановления свидетельств предыдущих адвокатов они считают несущественным для решения вопроса о восстановлении срока. Решение суда. Львовский апелляционный суд в составе председательствующего судьи Головатова и 2 членов коллегии отказал в удовлетворении заявления об отводе. Также было отказано в восстановлении срока на апелляционное обжалование. Апелляционную жалобу вернули адвокату без рассмотрения по существу. Определение вступило в законную силу сразу с момента его провозглашения. Какие нормы процессуального закона нарушил апелляционный суд? По моему профессиональному мнению, в этом решении присутствует целый комплекс нарушений. Первое. Нарушение права на доступ к материалам дела. Статья 35 УПК Украины, статья 15.1 Закона о судоустройстве и статусе судей. Положение об ЕСИЦ. В 2026 году отказывать адвокату в электронном доступе к материалам дела – это уже не просто формальность, а прямое игнорирование цифровой судебной реформы. Второе. Нарушение апелляционного суда. Грубое нарушение права на защиту. Статьи 20, 28, 63 Конституции Украины, статья 6 Европейской конвенции по правам человека. Суд проигнорировал длительное отсутствие реальной защиты у обвиняемого по особо тяжкому преступлению. Третье. Неправильное применение норм о восстановлении процессуальных сроков. Часть 3 статьи 395 УПК Украины. При наличии сразу нескольких уважительных причин. Позднее получение копии, лечение адвоката, отсутствие полномочий у предыдущих защитников. Суд обязан был восстановить срок. Четвертое. Нарушение принципов формирования состава суда и прозрачности. Из-за отсутствия
доступа адвоката к информации о перераспределении дела. Пятое. Нарушение принципа верховенства права и стандартов справедливого судебного разбирательства в целом. Позиция суда и стороны обвинения вызывает очень серьезную критику. Особенно цинично звучит тезис о том, что риски выбора адвоката ложатся на обвиняемого, когда человек находится в следственном изоляторе, у него нет реальной возможности ежедневно мониторить Единый реестр адвокатов Украины. Проверка полномочий защитника – это прямая обязанность суда и прокурора, а не обвиняемого. Отказ судьи отвести самого себя – это уже традиционная проблема украинских судов, а отказ в восстановлении срока при таких обстоятельствах выглядит как намеренное создание искусственных препятствий для реализации права на апелляцию. Результат заседания. Полный отказ по всем ключевым ходатайствам защиты в отводе судьи и в восстановлении срока на апелляцию. Этот результат оказался предсказуемым, но от этого не менее проблематичным. Суд сознательно выбрал самый безопасный и формальный путь не рассматривать апелляционную жалобу по существу и не проверять законность продления содержания под стражей обвиняемого. Вместо этого он остановился на чисто процессуальных вопросах и отказал по ним. Почему суд поступил именно так? Причин несколько. Во-первых, это классический судебный формализм, когда судьи предпочитают цепляться за букву закона. Пропущен срок – отказать, игнорируя его дух и конституционные гарантии. Во-вторых, удовлетворение ходатайства о восстановлении срока автоматически открывало бы дорогу к полноценному апелляционному рассмотрению, где пришлось бы оценивать обоснованность длительного содержания молодого человека под стражей. Это всегда несет для суда определенные риски и требует реальной мотивации решения. В-третьих, нельзя исключать фактор корпоративной солидарности судейского корпуса. Отвод судье Головатому и критика его действий в части электронного документооборота были восприняты, скорее всего, как прямой вызов системе. В таких условиях суды очень редко идут навстречу стороне защиты. В-четвертых, играет роль общая практика апелляционных судов по тяжелым делам. Лучше оставить человека под стражей, чем рисковать и отменять решение нижестоящего суда, особенно когда речь идет об особо тяжком преступлении. Часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, результат заседания стал не следствием объективного рассмотрения обстоятельств, а следствием удобной для суда позиции – отказать во всем и не вникать в суть. Это типичный пример, когда процессуальная форма побеждает материальное право, а право на защиту и доступ к правосудию приносятся в жертву судебному удобству и нежеланию брать на себя ответственность за содержательное решение.
Отдельный и очень важный вопрос, который многие сейчас обсуждают: можно ли расценивать факт отсутствия полномочий у предыдущих адвокатов Сулимы и Вороняка как нововыявленное обстоятельство по статье 459 УПК Украины. Разберем это подробно. Согласно части 1 статьи 459 КПК Украины, нововыявленными обстоятельствами признаются такие обстоятельства, которые не были известны суду на момент принятия судебного решения и которые сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами доказывают невиновность осужденного или совершение им менее тяжкого преступления, а также иные обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела. Важно понимать, что перечень нововыявленных обстоятельств является исчерпывающим. Классически к ним относят фальсификацию доказательств, заведомо ложные показания свидетелей, неправильные выводы экспертов и так далее. То есть факты, напрямую влияющие на вопрос виновности или степень ответственности. Процессуальные нарушения, в том числе связанные с обеспечением права на защиту, Верховный суд Украины в большинстве случаев не признает нововыявленными обстоятельствами. Судебная практика показывает, что такие вопросы обычно решаются в рамках обычных апелляционных или кассационных процедур. Однако в данной конкретной ситуации есть важные особенности, которые делают позицию защиты сильнее. Во-первых, факт приостановления права на осуществление адвокатской деятельности у адвокатов Сулимы и Вороняка объективно стал известен только после того, как в дело вступила адвокат Лариса Криворучко. До этого момента ни сам обвиняемый Зинченко, находясь в условиях СИЗО, ни предыдущие участники процесса не имели достоверной информации об этом. Во-вторых, речь идет не просто о недостаточно качественной защите, а о полном отсутствии полномочий у адвокатов в течение длительного времени. При рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения по особо тяжкому преступлению это уже выходит за рамки обычного процессуального нарушения и перерастает в грубейшее нарушение фундаментального права на защиту, гарантировано статьями 20, 28, 63 Конституции Украины и статьей 6 Европейской конвенции по правам человека. В-третьих, учитывая, что обвиняемый является молодым человеком, который недавно достиг совершеннолетия и не обладает специальными юридическими знаниями, а также физически ограничен в доступе к интернету и реестрам, возлагать на него обязанность самостоятельно проверять статус своих адвокатов выглядит крайне несправедливо. Несмотря на все это, прямо сейчас использовать данный факт как нововыявленные обстоятельства по статье 459 КПК будет сложно. Скорее всего, суд откажет. Однако этот факт имеет очень высокий потенциал для кассационной жалобы, как существенное нарушение норм процессуального права, которое сделало невозможным реализацию права на защиту, будущего пересмотра приговора по нововыявленным обстоятельствам, если будет обвинительный приговор, жалобы в Европейский суд по правам человека. Вячеслав Зинченко продолжает оставаться под стражей без реальной возможности
обжаловать продление меры пресечения в апелляционном порядке. Это последствия решения. У адвоката Криворучко остается право в течение 3 месяцев подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины. В случае отказа в кассации у защиты появляются сильные основания для обращения в Европейский суд по правам человека. Нарушение статьи 5 и статьи 6 ЕКПЧ. Эта ситуация уже получила широкую огласку и может стать прецедентной для демонстрации системных недостатков судебной системы Украины в 2026 году. Друзья, мне очень интересно ваше мнение. Пишите в комментариях, считаете ли вы такую позицию апелляционного суда нормальной для современного европейского государства. Нужно ли ужесточать ответственность судей за подобное нарушение права на защиту? Если хотите, чтобы я разобрал, как правильно составить кассационную жалобу по этому делу или следил за дальнейшим развитием ситуации, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, донатьте. С вами был Валерий Табаков. Берегите свои права и следите за следующими выпусками. До встречи.